Всем привет, друзья! Это вы удачно зашли. Сегодня я запекла белугу в духовке в сметанном соусе. Белуга в целом очень вкусная рыба, а белуга в сметанном соусе по этому рецепту получается просто изумительный. Букет пряностей и душистых трав делает белугу невероятно вкусной и душистой. А благодаря сметанному соусу, в котором я мариную ее, рыба остается сочной и мягкой. Готовится это блюдо абсолютно без хлопот, а на выходе получается неимоверное вкусное блюдо, достойное украсить не только семейный ужин, но и любой праздничный стол. Кому интересно, оставайтесь со мной и давайте пройдемся пошагово рецептам белуги в духовке в сметанном соусе вместе. Итак, я сегодня буду печь один большой кусок белуги. Кстати, это может быть даже любая рыба, но желательно жирная и с крупными костями. Я рыбу помыла и просушила ее с помощью бумажного полотенца. Хотя, если честно, мыть рыбу не совсем правильно, но это уже мои причуды, ничего не могу с собой поделать. Вы уже решите сами, мыть или не мыть рыбу. В сметанный соус добавила 3 столовые ложки томатного соуса и немного специй с копченым ароматом. Томатный соус можно заменить на 1 чайную ложку томатной пасты, а сметанный соус на майонез. Тогда в этот соус для маринования надо будет добавлять букет пряностей. Это уже по вашему усмотрению, на ваше усмотрение. В моем случае в этом нет необходимости, так как и сметанный, и томатные соусы я приготовила сама и знаю, что они достаточно душистые. А внизу под видео оставлю ссылки на их видеорецепты. По ходу я нарезала лук кольцами, чуть-чуть посолила его и застелила лук под рыбу в качестве овощной подушечки. И еще закинула на лук пару веточек розмарина. Теперь немного солю рыбу, затем полностью мариную ее. Натираю белугу с одной стороны маринадом, затем этой стороной кладу ее вниз в противень, после вторую сторону тоже натираю маринадом. Еще такой момент, чтобы потом долго не мучиться мытьем посуды, на дно противня застелила пергаментную бумагу, а под овощную подушечку положила внутренний жир самой белуги. Если у вашей рыбы внутреннего жира не будет, то ничего страшного. Можно будет под овощную подушечку положить пару ложечек соуса, чтобы овощная подушечка тоже осталась сочной. Пока белуга маринуется, кстати, для этого 15-20 минут будет более чем достаточно, я займусь картошкой. Я почистила картошку, помыла ее, теперь пропускаю картофель через среднюю терку и отправляю ее в маринад. Друзья, если вы захотите картошку оставить целой или нарезать ее на крупные кусочки, то надо будет ее предварительно 5-6 минут отварить, так как рыба будет печься недолго и картошка просто-напросто не успеет запечься. Так что картошку надо или отварить предварительно, или тонко нашинковать. Я выбираю, что попроще. Маринадом обработанную картофель также отправляю в противень, после чего противень отправляю в заранее разогретую духовку. Пеку рыбу 35-40 минут в режиме нагрев снизу с конвекцией. При необходимости можете прикрыть противень фольгой или печь рыбу в рукаве. Я этого не делаю, так как в своей духовке я уверена. Ну что, друзья, можно сказать, самый доступный набор продуктов, которые имеются буквально в каждом доме, где маломальски любят готовить, плюс немного потраченного времени и вуаля, изумительное блюдо, которое может украсить любой праздничный стол. Готово. Как я уже говорила, белугу можете заменить на сазана, судака, на щуку, на форель. В общем, из тех, кто поближе подплывет к вашему берегу. Друзья,
Обязательно приготовьте такой вкусный обед для себя и для своих близких. Я всем желаю приятного аппетита, хорошего дня, бодрого настроения. Благодарю всех за просмотр, за ваши лайки и отзывы. Я пока прощаюсь с вами, но буду ждать вас у себя в гостях. Ведь я и рада, всегда вам рада.